Ребят, скоро дублёнка, ребят, пальто кашем красота. О, классно! Мне та куртка больше понравилась. Друзья, знаменитый стамбульский район Лалали, как раз известный своими оптовыми рынками. Честно говоря, я когда-то в молодости был в Стамбуле, но как раз по шмоточным делам, но абсолютно его не помню. Может быть, он уже чуть позже образовался, именно как оптовые рынки. Лалали находится в районе Аксарай. По сравнению с 90-ми, это царство торговли серьезно преобразилось. Здесь уже не найти гор товара, расположенного прямо на улицах. Сейчас это комфортный микрорайон, в котором расположены тысячи оптовых магазинчиков. Именно здесь можно обнаружить выходцев из бывшего СССР в максимальной концентрации. Поэтому вывески на русском языке здесь воспринимаются самым естественным образом. Любопытно, на тротуаре разметка, которая очень соответствует отдельной выделенной дорожке для чуваков с тележками и самокатами и маленьких таких вот машинок доставки товаров прямо в магазин. Конечно, это не так, но выглядит забавно. Лоповачева там в центре. Великолепие, просто великолепие. В середине января торговля в Лалали только-только начинает оживать после праздников. В основном оптовики сюда едут за текстилем и обувью. Однако здесь можно найти ювелирку, предметы обихода и даже антиквариат. В шоурумах стоят образцы товара, партии которого можно заказать на фабрике. Магазины с розницей тоже есть, но их гораздо меньше, а условия приобретения не самые выгодные, хотя на комплименты продавцы не скупятся. О, классно! Так вот выглядят местные магазинчики. Вы заходите в магазин, обычно это шоурум, вы выбираете товар, который вам нравится, и вы его заказываете на фабрике, которая обычно принадлежит этому магазину. В зависимости от того, что вы покупаете, это может быть от недели до месяца, вы оставляете предоплату, значит, потом вам приводят товар, вы расплачиваетесь полностью. Насущный вопрос, что в Турции считается оптом? Скажем так, это классика, значит, оптом считается, если вы берете линейку вещей по размерам, начиная от S, кончая там XL, если она существует, но обычно 3-4 размера одной обуви или там одной одежды у вас будет считаться оптом, и цена будет, соответственно, оптовая, она очень сильно отличается. Также еще маленькая ремарка, но, значит, как пишут, что район Лалали не очень подходит для розницы. Если вы хотите купить себе какую-то вещь, проще пойти на Гранд-базар, отсюда 500 метров, и там уже поторговаться, всласть и что-то купить. Здесь розничная цена будет неинтересная, скорее всего, хотя иногда вещи, так сказать, заманчивые попадаются. Вот такой вот район Лалали, и так здесь надо торговаться. Ребят, скоро дублёнка, ребят, пальто кашем красота. Лалали можно посещать не только ради самих покупок, а ради атмосферы. Именно сюда приезжали знаменитые челноки. Кроме того, здесь есть и интересные здания, и красивые мечети. Такой, друзья, райончик Лалали. Прошлись мы по местным магазинам. Что-то давно забытое, какое-то давно забытое чувство. Скажем так, если брать питерскими мерками, наверное, это одна такая громадная опрашка такая. То есть магазины, опт на опте. На Лалали есть и подземная торговая зона. Здесь уже больше розничных товаров, а совершать покупки удобнее, если вас застал дождь или снег. Сейчас мы спустились по Траволатово вниз, тут подземный такой. В магазинах детская одежда, костюмы, куртки, в общем, все на свете.
та куртка больше понравилась. Удивительно, это, наверное, первый торговый центр в этом районе Лавры, где есть цены. Вот посмотрите, тут в открытую цены висят. Но торговаться можно. Итак, друзья, пошла наша прогулка по району Лалали. Уже пора домой, вечереет. И наш путь сейчас лежит на Мармарай. Это вот такой вид метро в Стамбуле, который идет через Босфор. Лалали имеет смысл посещать с понедельника по субботу. В воскресенье у большинства продавцов выходной. Нам здесь понравилось. Загляните сюда и раз хотя бы вы, чисто из любопытства.